Они звезды с красных дорожек, пары, за которыми следит весь мир. В этом видео самые яркие, страстные и обсуждаемые отношения Голливуда. Любовь, драма, скандалы и настоящие чувства – все, за что мы любим эти истории. Бранджелина. Голливудская любовь, которая стала легендой и трагедией. Они встретились на съемках «Мистер и миссис Смит». Анджелина Джоли – роковая красотка. Брэд Питт – самый желанный мужчина планеты. И между ними искра. Настоящая, опасная, запретная. У Питта тогда была жена, Дженнифер Энистон. Но чувство было не скрыть. В 2005-м он разводится, а мир замирает. Родилась новая звездная пара – Бранджелина. Их считали символом не только любви, но и силы, семейного уюта и высокой миссии. Они вместе растили 6 детей, снимали в кино, спасали жизни и вдохновляли миллионы. В 2014 году свадьба мечты во французском замке. Настоящая сказка, но, увы, недолгая. 2016 год. Джоли подает на развод. Без объяснений. Только 2 слова. Непримиримые разногласия. И начался самый громкий звездный конфликт десятилетия. Борьба за опеку. Слухи о ссорах. Миллионы разбитых фанатских сердец. Они были мечтой, которой любовались миллионы. А стали напоминанием, что за глянцем может скрываться шторм. А вы на чьей стороне были? Джоли или Питта? Они были самой обсуждаемой парой Голливуда дважды, с перерывом в почти 20 лет. И если первый роман казался сказкой, то второй — попыткой переписать финал. Все началось в 2001 году на съемках фильма «Джилли». Она — суперзвезда, замужем за танцором Крисом Джаддом. Он — один из самых перспективных актеров Голливуда. Между ними вспыхнула искра. Настолько сильная, что уже летом 2002-го Дженнифер подала на развод. А в ноябре все обсуждали ее 6-каратное розовое кольцо. Помолвка с Беном была официальной. Свадьба была намечена на сентябрь 2003-го, но за несколько дней отмена. Официально чрезмерное внимание прессы. На деле слава, давление, сплетни и 2 человека, не готовые ко всему этому. Через несколько месяцев они расстались. Казалось, навсегда. Но история Беннифер еще не была окончена. Прошло почти 2 десятилетия. Оба пережили громкие романы, браки, разводы, стали родителями. А в 2021 году, к удивлению фанатов, Бен и Дженнифер снова сошлись. Они выглядели счастливыми, взрослыми, спокойными, осознанными. Казалось, время все расставило по местам. В 2022 году они поженились. Сказка казалась реальностью, но вскоре в ней появились трещины. На публике все больше холодности и отстраненности. Противоположности, которые вновь притянулись, снова начали тянуть в разные стороны. В 2024 году Дженнифер подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. История повторилась. Второй шанс обернулся вторым крахом. Беннифер — это больше, чем просто пара. Это символ того, как любовь может быть настоящей, но не всегда вечной. Она — воплощение итальянской красоты. Он — харизматичный француз с дерзким взглядом. Когда они встретились, искры превратились в пожар. Это была не просто любовь, это было искусство и страсть, которая сожгла их дотла. 1996 год. Париж. Они познакомились на съемках фильма «Квартира». Моника — уже известная модель и актриса. Винсан — дерзкий бунтарь французского кино. Между ними вспыхнула химия. Опасная, притягательная, настоящая. Их называли самой красивой парой Европы. Они были загадочны, неуловимы, независимы и в то же время неразделимы. Она словно Венера, он словно Марс. Разные, но идеально дополняли друг друга. Они выбрали свой путь. Она между Парижем и Римом, он между Францией и Бразилией. Редкие встречи, большие расстояния, но даже океаны не мешали их любви. Они были вместе 14 лет, но с самого начала говорили: мы никогда не будем принадлежать друг другу. Свобода — их главная ценность. А любовь оказалась слишком сильной, чтобы быть легкой. В 2013-м они расстались. Тихо, без скандалов. Он начал новые отношения. Она молчала. Лишь позже сказала: некоторые чувства не умирают, они просто перестают быть болезненными. Моника Беллуччи и Винсан Кассель — история страсти без виноватых. Любовь, ставшая легендой. Свобода, победившая притяжение. Но их навсегда связывает большее. 2 дочери — Дева и Леони. Их главное творение и самая красивая глава этой истории. Она покорила Голливуд с испанским акцентом, стала музой Педро Альмодовара, женой Хавьера Бардема и получила Оскар. За ее глазами буря страстей, за ее улыбкой борьба и победа. Это история Пенелопы Круз, история настоящей звезды. Они познакомились на съемках в 1992 году. 16-летняя Пенелопа соврала про возраст, чтобы получить роль. Откровенные сцены, страх, волнение и Хавьер, который бережно ее поддержал. Они стали близкими друзьями, но после съемок их пути надолго разошлись. Пенелопа отправилась покорять Голливуд, и вместе с ним сердца голливудских мужчин. У нее сложилась репутация роковой женщины. Страстные романы вспыхивали ярко, но быстро угасали. Мэтью МакКонахи, Мэтт Деймон, Николас Кейдж, Том Круз. С последним все закончилось из-за его увлечения саентологией. А Хавьер оставался рядом, в роли друга, советника, тихой опоры. Она мечтала о семье, но не находила своего. В 2007 году судьба свела их снова. На съемках Вики Кристина Барселона. Он снова стал ее поддержкой, но на этот раз между ними вспыхнуло нечто большее. Они скрывали роман, на вопросы отвечали: мы просто
просто друзья. В 2010 году они поженились на Багамах, тайно, без лишней помпы. Сейчас у них 2 детей, сын и дочь. Их любовь в тишине, в настоящем. Пенелопа говорит, что с ним стало спокойнее, мягче и по-настоящему счастливой. Им понадобилось 15 лет, чтобы стать парой. Но они доказали, любовь, которая приходит не сразу, бывает самой прочной. Пенелопа и Хавьер — это не просто история любви, это история судьбы. Сальма Хайек с детства мечтала стать актрисой и покорила Голливуд. Яркая, смелая, с акцентом и характером, она стала звездой мирового уровня. Но мамой она стала только в 41, а по-настоящему счастливой женой лишь со 2-й попытки. Сальма родилась в строгой, но обеспеченной мексиканской семье. Отец – бизнесмен, мать – оперная певица. Она мечтала стать настоящей звездой, но по наставлению родителей поступила в престижный университет и быстро поняла – это не ее путь. Родители смягчились и позволили ей учиться актерскому мастерству в США. Уже студенткой она получила главную роль в фильме «Отчаянный». Так начался ее стремительный взлет. Одна за другой последовали роли в Голливуде, а уже через 5 лет Сальма не только играла, но и продюсировала собственные фильмы. А вот с личной жизнью у Сальмы долго не складывалось. В конце 90-х она встречалась с британцем Эдвардом Атертоном. Они познакомились на съемках телефильма. Роман длился около 2 лет и закончился мирно. Затем появился Эдвард Нортон. Он помогал со сценарием Фриды, и между ними вспыхнуло чувство. Их отношения продлились около 4 лет и почти не афишировались. После был короткий роман с Джошем Лукасом. Чуть больше года, и все. Графики и расстояния сделали свое дело. Сальма искала не просто любовь, а того, с кем почувствует себя в безопасности. И нашла в лице французского миллиардера Франсуа Анри Пино. Они познакомились в 2006 году, а уже через год у них родилась дочь Валентина. Но счастье омрачило расставание. И новость, что у Пино есть сын от супермодели Линды Евангелисты. Это стало ударом. Но спустя несколько месяцев Сальма и Франсуа вновь были вместе. В 2009-м они сыграли роскошную свадьбу в Венеции. С тех пор рядом. Тихая, зрелая любовь. Он — ее опора, а она — звезда, которая дома просто мама и жена. Сальма Хайек — доказательство, что настоящая любовь и успех приходят к тем, кто не сдается. И иногда со 2-й попытки. Селин Дион – великая певица, чей голос покорил сердца миллионов, и женщина, чья жизнь стала воплощением одной великой любви, единственной, любви всей ее жизни, той самой, что дарила ей счастье, силу и до сих пор живет в ее сердце. Ее история началась в 12 лет, когда юная Селин мечтала петь для всего мира, а Рене Анжелил первым поверил в нее, заложил дом, чтобы выпустить ее первый альбом. И Селин уже тогда чувствовала – это не просто продюсер, это судьба. Их профессиональные отношения переросли в романтические, когда Селин исполнилось 19. Спустя 3 года они обручились. Ее мать сначала была против. Рене был старше, дважды женат и с 3 детьми. Но именно Рене подарил Селин 29 лет любви и счастья. Вместе они стали родителями 3 сыновей, шли рука об руку в творчестве и не раз вместе боролись с его раком. Он мог бы подарить ей еще больше лет, но в январе 2016 года его не стало. И с тех пор Селин живет с памятью о своей единственной любви. Она продолжает петь для своих сыновей, для миллионов поклонников и для него, потому что ее песни — это все та же музыка любви, которая никогда не умрет. Она одна из самых ярких актрис своего времени. Он — харизматичная звезда боевиков. Деми Мур и Брюс Уиллис. История любви, которая не закончилась даже после развода. 1987 год. Они встречаются на премьере фильма «Стейк-аут». И уже через 4 месяца свадьба в Лас-Вегасе. Сначала страсть, потом настоящая семья. У них рождаются 3 дочери — Румер, Скаут и Талула. На публике идеальная пара. Но за кулисами жизни в Голливуде редко бывает простой. В 1998 году, после 11 лет брака, они расстаются. Официально развод оформляют в 2000-м. Никаких скандалов, только уважение. Они остаются так близки, что многие сомневались, а был ли развод. Совместные дни рождения, семейные праздники, поездки, они продолжают быть родителями вместе. В 2020-м, во время карантина, вся семья, включая Деми, Брюса и их дочерей, жила под одной крышей. «Мы навсегда семья», — говорил Брюс. В 2022-м семья сообщает, у Брюса афазия, а в 2023-м диагноз уточняют — лобно-височная деменция. Рядом с ним жена Эмма Хеминг, дети и Деми. Они вместе проходят этот путь, вместе поддерживают, вместе держат за руку. История Деми Мур и Брюса Уиллиса не просто история любви, это история взросления, взаимного уважения и настоящей преданности. Семья — это не только штамп в паспорте. Иногда развод — это не конец, а новая форма любви. И это по-настоящему трогательно. От громких романов до тихого счастья любовь в Голливуде бывает разной. А какая пара покорила вас больше всего? Напишите в комментариях. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые звездные истории. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.